Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Юлия Баталова. И снимаю я сегодняшний ролик из Каскалиси. Приехали мы сюда с тетей, как я и говорила. Ко мне приехала в гости тетя, она приехала в отель и решила заехать к нам. Вот, сейчас мы приехали в Каскалиси, мы уже гуляем какой день. Я уже ей показала и Атакент. Единственное, не ездили в Ташуджу. Они вот идут позади. В общем, сегодня мы решили показать ей Каскалиси, крепость в море. Ну и думаю, нужно уже и вам что-то поснимать. А то сколько дней мы гуляли, я ничего не снимала, друзья. Вот, смотрите. Еще сегодня мы поедем в магазин. Будем выбирать подарки, одежду. Так что не переключайтесь. Сегодня буду показывать все то, что я обычно показываю гостям. В общем, сегодня будет интересный выпуск. Пока они фотографируются, я вам покажу местные красоты. Даже в будни, друзья, сегодня вот пятница, народу здесь всегда много. Здесь вот, как я и в прошлых роликах говорила, здесь вот идут все отели. В основном сюда приезжают отдыхать турки со всей Турции. Смотрите, какие отели вдоль берега. Здесь крепость. И вот там вот вдалеке тоже крепость, называется Каскалиси. И, друзья, мы искупались, как всегда. Вот, Каскалиси очень понравилась моей тете. И немножко вас сейчас тоже с собой возьму. Покажу море. Народу реально очень много. Даже и в будни. Сегодня, конечно, пятница. Вот, но народу очень-очень много, друзья. И кто на канале впервые, хочу сказать, что мы очень часто ездим из Селивке сюда. Каждые выходные у нас обычно Каскалиси. Мы добираемся сюда на автобусе либо на газельке за 65 лир. Вот, в принципе, как и сейчас приехали. Вот, на автобусе вроде бы чуть дешевле. Вот, здесь постоянно курсируют автобусы, газельки. И чем примечательное это место, друзья, здесь очень-очень-очень-очень чистая вода. Во-первых, она чистая, во-вторых, здесь песочек и заход такой очень классный, что могут дети спокойно вот так вот у берега плескаться. То есть вообще очень-очень далеко даже вот они заходят, как бы, дети, но здесь не глубоко. И чтобы было глубоко, нужно пройти очень-очень далеко. Особенность этого пляжа, его любят турки. Здесь вообще нету русскоговорящих, здесь одни турки. Вот. Решила вас тоже немножко. Тем более, я знаю, что на канале много новеньких. Хотела вам тоже это рассказать и показать. Вот вчера мы были в Атакенте, там как бы тоже вчера было чисто, но это бывает редко. Там обычно ездят корабли, привозят всякую там, в общем, мусор, короче, выбрасывает. Ну, может быть, конечно, не корабли, это одна из версий, но там прям бывает, что даже бутылки плавают на воде. Ну, а здесь очень-очень чисто, друзья. Водичка очень классная. Вот. Я бы, конечно, сейчас зашла бы поглубже, там, где моя тетя, мой сын старший, но не буду, потому что она стесняется. Вот. Как-то так. К нам очень редко приезжают в гости, потому что мы находимся очень далеко. Благо, что сейчас открыли аэропорт в Мерсине, и чисто таким образом еще добираться можно.
И вот, допустим, тетя ехала сюда 5 часов по серпантину из Сиде, чтобы чисто увидеть нас. К нам редко приезжают гости, вот, потому что все боятся дороги. Но сейчас есть аэропорт, и мы вот из Татарстана, чтобы из Татарстана приехать сюда, можно, допустим, с пересадкой долететь до Мерсина, до аэропорта Мерсина. Здесь очень много лежаков, можно снять лежаки. Мы вот последний раз, когда сюда ездили, когда снимали лежаки, 2 лежака с зонтиком где-то было 300 лир, друзья. Вот такое вот место. Ну, а турки даже не парятся, прям на песке лежат, привозят свои зонтики, там какие-то вещи для удобства. В общем, как-то так. Мне лично здесь очень нравится. Там, кстати, какое-то мероприятие, похоже, идет. В прошлый раз я его не видела, что-то закрытое, стульчики стоят. Ладно, может быть, если попозже там будем рядом, туда сходим. Мы зашли в магазин. Мы уже домой пришли после моря. И вот такие вот. В общем, пришли мы в магазинчик. Первый магазинчик, это недалеко от нашего дома. Решили зайти посмотреть кожаную обувь. Вот. Ну, здесь выбор не настолько большой, но уже вот все вот это вот кожаное стоит примерно в пределах 1000 лир. Недорого. Вот такая вот модель. Вообще 800 лир сказала. В общем, вот такой вот. Примеряем обувь. Вот эта обувь стоит 1400 лир. Это тетя примеряет. И мы идем дальше. Сейчас хотим зайти в Вайкики. В Вайкики недалеко от отеля Гуксу в Селевке находится. В общем, мы сегодня пройдем много магазинов. И я немножко по ценам вам поснимаю. Люди сидят, чай пьют, отдыхают. Время обеда сейчас. Так, и заходим в Вайкики. На первом этаже у нас мужской. Сразу идем в женский на второй этаж. Здесь вот эркек это мужчины, каден это в первый этаж, потом третий это кыз чужук и четвертый эркек чужук. Значит, идем наверх. В общем, оставила тетю наедине с покупками и смотрю по ценам, друзья. Рубашечки по 699 лир. Что еще тут? Белые рубашечки по 399 лир. Футболочки 279 лир. Есть футболки вот такие вот разные. Тоже по 299 лир. Мы зашли в примерочную. Стоит на брюк 1600. В общем, здесь размеры такие, знаете, больше, короче, на подростков. А наверху есть еще один этаж женский. Он идет прям на женщин. Вот, мы сейчас туда еще пойдем. Брюки здесь по цене 1600-1800 рублей примерно. Вот мы посчитали. Мы еще хотим зайти в Картон. Сейчас, пока мы в Вайкики. Вот, хотим еще для детей детский отдел посмотреть, зайти. И вот этот вот этаж, это полностью этаж рассчитан на такие как бы размеры большие, вещи широкие, короче, на женские такие вот модели. И, между прочим, цены, ну, в Вайкики всегда цены такие, недорогие, вот такие футболочки беленькие, легкие, 299. Мы даже футболки нашли за 150 лир, очень-очень красивые. То есть в Вайкики цены на футболки примерно такие. Джинсы 600-700 лир. Вот все, как бы, которые мы смотрели, примерно так стоят. И сейчас вот тетя набрала себе кучу-кучу футболок, кучу-кучу шорт, там всяких. Сейчас будет мерить, короче.
Вот. Цены здесь адекватные, но я еще хочу в Коттон, потому что вот хбшные вещи, они, короче, растягиваются после стирки. А вот в Коттоне, сколько я стираю вещи, они, короче, вот сохраняют свой вид, поэтому мне бы, конечно, хотелось еще ее отвезти в Коттон. Идем сейчас по площади в Селевке. И смотрите, мне говорили, что здесь был концерт какой-то. То ли еще будет концерт, то ли уже все как бы собирается. Может быть, конечно, на выходных что-то будет. В общем, вот так вот. Ну да, фестиваль написано. Здесь фестиваль проходил. Меня тут даже приглашали, типа, давай пойдем, девчонки. Но то, что у меня тетя приехала, я решила как бы не ходить. Вот, сейчас я покажу каменный мост и крепость. Заодно и вам. Этот gözlemeye саптыралар. В общем, идем. Все еще не заканчиваются эти ряды. Вот мы когда в Газипаше жили, то там тоже на фестивале вот так вот всякие вещи продавали. И типа гранатового фестиваля, но это не гранатовый фестиваль, это с чем-то другим связано. Вот. Но здесь тоже, получается, все такое вот продают. И вот этот ряд полностью, это, получается, центр. Кто на моем канале не впервые, я здесь обычно гуляла, тут кофейни с этой стороны, это с этой стороны вот такие вот палатки, где продают там всякое, короче. Вот гузляме делают, короче. В общем, как-то так. Ну, а мы сейчас так решили немножко прогуляться, пойдем в Коттон. Зашли еще в один магазинчик, мерим обувь. Говорят, что 1100, 1200. В общем, цены вот такие вот на натуральную обувь. Это в лирах. Ну, значит, 3000 где-то. И, друзья, у нас настал новый день. Вчера с тетей погуляли очень долго. Зашли в итоге в Коттон. Там уже все летнее, все футболки убрали. И обратно мы вернулись в Вайкики. И потом уже времени осталось дальше гулять. За детьми в садик пошли. Поэтому не получилось вообще вчера еще что-то вам заснять. Сегодня, в общем, проводили с утра тетю. Она едет в Сиде сейчас в отель. Как я и говорила, она из Сиде приехала к нам. То есть купила, по сути, билет в отель. Но когда сюда приехала, поняла, что хочет к нам в гости съездить, увидеть детей. И приехала к нам на пару дней. Вот, пару дней вообще не хватило, поэтому мы уж, как сказать, ничего практически не успели. Так что если вы едете сюда в гости, то пару дней этого вам не хватит точно. Приезжайте как минимум на неделю. Сейчас мы вышли тратить деньги, которые оставила нам тетя, да? Она сказала, купите подарки Алмазу и Азалии, да? Рошаняпа сказала купить подарки вам. Что мы купим? В общем, сейчас купим игрушки, футболочки купим. Короче, рано утром вышли сегодня, после того, как проводили тетю. Вышли прогуляться. Здесь вот пока все магазины закрыты. Время 9:30. Вайкики открывается только в 10. Ну а еще спиннер. Ну а мы сейчас пока решили полчаса погулять в центре. Руслан целую неделю работал и даже и не видел, что там был концерт. Вот это вот то, что я вам показывала в этом ролике. В
В общем, мы решили сейчас там погулять. Все это и показать и детям, и чтобы Руслан увидел. Так что, друзья, я вас везде беру с собой. Вот. Слушайте, а здесь все уже убрали, прикинь? Получается, что мы снимали вчера, это все они как бы последний день были, все убирают. Да, водичку включили. Знаете, что хотела рассказать вам? В общем, когда сюда едут обычно к нам в гости, это же уж либо Анталия, либо Мерсин. И если едут с Анталии, то это очень такая длинная дорога, это где-то 6 часов. А если, допустим, из Мерсина, то это буквально вот час езды, наверное, на автобусе, потому что здесь открыли новый аэропорт. И вот мы думаем, если, наверное, даже если мы поедем в Россию, то мы, наверное, будем именно улетать из Мерсина, потому что вот эта вот серпантинистая дорога очень сложная. А вообще, как мы выгодно ездим с Анталии до сюда, до Мерсина, это такой секретик для вас. Мы заходим в группу в Телеграм, вот, допустим, как я нашла трансфер тети. Я зашла в группу в Телеграме, там сидят русскоговорящие, попутчики называется. И вот, допустим, если машина собирается на 4 человека, то с человека 1000 лир доехать до аэропорта. Так что это очень выгодно, чем заказывать трансфер. Тетя приехала сначала на трансфере, потому что как бы, заранее не было ничего запланировано. Она, короче, за трансфер, мы нашли самый дешевый трансфер, она за трансфер отдала 4500. Там и $200 было, предлагали. В общем, она нашла за 4500, приехала к нам сюда. А обратно она уехала за 1000 лир. Вот как раз из этой группы попутчики мы нашли машину. Так что вот так вот можно ездить сюда. В общем, друзья, на этой прекрасной минуте буду заканчивать этот ролик. Всем хорошего настроения, всем желаю счастья, радости. Приезжайте в гости к своим близким, родным. Сами приезжайте в Турцию. Сейчас бархатный сезон, на улице красота. Вот. Всем желаю счастья, радости и путешествуйте, друзья. Всем пока-пока.